И снова здравствуйте. Сегодня очень простая, но при этом очень важная тема. Можно ли менять объемы одежды, моделировать только через изменение внешнего контура, не меняя внутреннюю структуру выкройки? Или, спойлер, подсказка, это заранее не совсем корректный метод. Часто бывает такое, есть выкройка какая-то готовая. Можно ли просто, добавив немного расстояния, сделать ее шире, просто отнеся боковой шов? Либо, допустим, есть какое-то изделие, у которого хочется добавить напуск над талией. И просто добавляется несколько сантиметров по низу. А может быть наоборот, изделие уже включает в себя напуск над талией и хочется эти несколько сантиметров убрать. Правильно ли это? Можно ли так делать? Еще есть такая волшебная буква, которая включает в себя как раз-таки те добавочные сантиметры-миллиметры, которые мы прибавляем к замерам для того, чтобы получить нужную форму изделия. Получается так, что просто убирать напуск или просто его добавлять, если он какой-то значительный, а не пару миллиметров, нельзя. Допустим, вы имеете лиф, у которого по спинке достаточно нормальное, хорошее прилегание. Базовый, простой, малообъемный лиф. Можно ли просто, добавив несколько сантиметров параллельно к линии талии, если это, например, отрезное, по линии талии изделия, получится ли вот хорошо прилегающий, но с напуском лиф? Нет. Лиф, у которого, допустим, есть напуск, он сам по себе должен вот такой объемной формой прилегать. При этом в спокойном положении он, провисая вниз, хорошо прилегает обычно, но имеет внизу напуск. Но во время движения вся вот эта вот свобода, которая сформирована вокруг более высоко расположенных участков, она позволяет не создать странную форму, когда у нас лиф узкий, мало облегающий по лопаткам, и у него, ну или спереди, и у него вот эта часть внизу висит, но она, вздергиваясь вверх, нарушает баланс. Не должно быть такого, что вот здесь все узенько, а здесь много висит. Оно не будет само вот так равномерно перераспределяться в момент подвижности. Допустим, у вас есть какое-то изделие, и вам хочется, ну, например, хорошо ранее зарекомендовавший себя выкройка платья с воротником, а теперь вы хотите просто воротничок убрать. Можно ли просто не втачивать воротник, или все-таки вот здесь появится излишняя длина? Небольшое отступление для понимания сути. У меня был так называемый подкаст, это аудиоролик, звук без видео, в котором я разъясняла свое мнение о том, что вот эта буква, некоторые называют прибавки, кто-то припуски, я отношу себя к тем, кто разделяет. Прибавки – это миллиметры, сантиметры, добавленные для создания объема формы, а припуски – это миллиметры, сантиметры, добавляемые для технического исполнения изделия. Это может быть припуск на подгибку. Снаружи мы его не видим, но изнутри он есть. Припуски на швы для того, чтобы строчку где-то проложить. Но также это могут быть, например, важные, не особо заметные снаружи, но играющие важную роль. Допустим, припуск на не только на уработку там или на что-то, а на огибание слоев. Сегодня важно именно об этом. Когда мы соединяем лиф и юбку, то шов содержит в себе два слоя плюс швы на припуске, плюс, возможно, это еще подкладка. Также и с воротником. Если не добавить эти припуски, то необходимая ткань на огибание слоев уйдет из основной части, то есть модель будет нарушена. Возможно, в тонких изделиях, платиновых, рубашечных, это не критично. В более плотных это может сыграть важную роль. И поэтому, допустим, если вы видите какую-то систему построения, в которой говорится, что линия талии по переду опускается, допустим, настолько-то для изделий не отрезных по линии талии и на большую величину для изделий отрезных по линии талии, это как раз-таки именно для того, чтобы ткани хватило обогнуть все слои. Причем там также должно быть указано, что для тонких это одни величины тканей, для толстых тканей это будут другие величины. Но суть-то вопросов как раз-таки кроется в том, что когда мы видим готовую выкройку, мы видим контуры, внешние очертания.
И они в себе содержат все те необходимые прибавки и припуски, но мы не можем, не зная, как это строится, правильно отделить одно от другого, заложены ли они там, как они там заложены, и потому, убирая или добавляя что-то, мы должны понимать, где это все распределено. Например, у нас есть просто лиф базовый. Он строится по, например, малообъемный, хорошего прилегания строится по замеру. У него есть какая-то небольшая прибавочка на возможность удобства подвижности. И, допустим, ну, вот есть точка А и точка Т. А – это основание горловины, линия. Т – это точка талии. Допустим, это наш замер по фигуре. Т0 – это точка, которая говорит о том, что от седьмого шейного позвонка длина вся участка до талии должна быть увеличена на какое-то расстояние, например, на сантиметр. То есть внешние контуры будут, например, на сантиметр больше. На основании этого замера обычно строится по спинке выкройка, начинается. Также будет это все отражено и по переду. Но при этом обязательно упоминается, что внутренние промежуточные конструктивные линии, заложенные внутри этих участков, также несут в себе изменения не только по замеру строятся, но и несут в себе части этих прибавок. Если от А, от обычной А до Т0 у нас, допустим, длина спинки от седьмого шейного позвонка АТ 40 сантиметров, всего вместе с прибавочкой в сантиметр до Т0 у нас будет 41. Но это не означает, что этот 1 сантиметр, он от Т до Т0. По факту, технически, если мы замеряем, мы видим этот 41 сантиметр. Но при этом говорится в нормальных, корректных построениях о том, что линия глубины проймы, допустим, от седьмого шейного позвонка кто строит, она несет в себе половину этого изменения, прибавки. То есть от А до линии глубины проймы будет замер и половина от этого прибавочного сантиметра. И вот расстояние от глубины проймы до новой линии талии уже будет по замеру плюс оставшиеся полсантиметра. Обычно обозначается высота проймы по замеру плюс половина всей прибавки в длине спины до талии. И еще половина прибавки идет сюда. Все вместе от горловины, от седьмого шейного позвонка до талии будет включать длина спины до талии плюс вся прибавка. Но здесь половина и половина здесь. Также абсолютно надо понимать распределение по всем остальным участкам по вертикали, участки по ширине. Обычно говорится, что к полуобхвату груди, то есть выкройка по ширине на уровне груди, несет в себе замер плюс какая-то прибавка. И мы ее распределяем на участок до ширины спины, по пройме, и что-то идет, что-то не идет на уровень груди. Но при этом надо понимать, что нельзя какую-то готовую выкройку взять и изменить прибавку, просто отнеся в сторону бок, то есть боковой шов. Не должно быть такого, что между лопатками будет, как обычно, как и до этого было, узенько натянуто, а вот оставшаяся вся часть боковая, допустим, будет мешком. Это также нарушит и баланс, опорное соотношение. Вот здесь будет больше располагаться ширины, она провиснет, а здесь будет узенько, спина вздернется. То же самое спереди или с любыми другими участками. Конструктивные линии, существующие там, допустим, от середины переда по полочке до центра груди, в узких изделиях из тонких тканей можно, допустим, не добавлять. Чуть более расширение идет в тонких тканях до полусантиметра, идет прибавка до центра груди. В пиджаках или в пальто это и женщин, и мужчин касается всех одинаково. Расслабляя, освобождая образ, увеличивая толщину тканей, надо не только на всю полочку, но и конкретно на важные участки добавлять прибавку. Она должна быть распределена равномерно. Особенно фактор в том, что, допустим, ту же спинку взять. Если мы добавим только здесь прибавочку, то вроде бы образ будет более... Из-за большей длины будет большая какая-то свобода. Но участок важный по лопаткам, по спине не получит своей дополнительной прибавки. Это неправильно. Во время движений эта свободная ткань
снизу будет пытаться попасть наверх. Это будет нарушать образ. Нельзя заставить ткань на каком-то участке просто по вашему желанию прилегать, а в остальных участках, где надо, она будет свободно сама по себе легко располагаться. Нет, она будет равномерно от движений, от действий, потому что опора на плечах, на самом верху. И она, конечно же, при подъеме будет вверх поднимать всю конструкцию. И тогда, соответственно, некорректный вид, когда какие-то участки узкие, а какие-то очень объемные, ну, если, конечно, это не задумано по модели. И поэтому, если у вас получается так, что вы взяли какое-то платье, у которого есть небольшой напуск над талией, а вы решили эту талию, ну, допустим, на резинку была забрана, убрать напуск и приталить. Получается, убирая просто здесь напуск и убирая лишнюю ткань в выточке, вы не учитываете того, что изделие должно изначально более свободно располагаться. Вы его натягиваете здесь, а здесь будет объем. А особенно, например, если еще это было какое-то красивое платье без рукавов. Когда ткань располагалась свободно, объемно по модели, лиф вокруг тела, то в районе проймы, которая также располагалась на расстоянии от тела, не должно было быть видно ничего под самим лифом. Нарочито притягивая ее к телу, не убирая ширину, не меняя высоту вот этих участков, вы заставляете прилегать ткань не совсем естественно к телу, и все, что в области рукава отсутствующего должно было быть скрыто, оно будет обнажаться. Поэтому, если предполагалось, что, допустим, изделие с напуском, то предполагалось, что и в районе груди, лопаток есть часть дополнительной вот этой прибавки. Она не только по линии спинки. Соответственно, может, например, быть, если линия груди для этого образа была занижена, и там был, например, вырез декольте, убирая лишний напуск просто на талии, вы вполне можете сделать излишне открытый вырез, который будет показывать не только в районе проймы не то, что надо, но и, например, в районе груди. Возможно, это был какой-то вырез по спинке, и он откроет больше, чем предполагалось по модели. Таким образом, важно то, что по готовым выкройкам, просто по образам, мы не знаем, где и сколько заложено в контурах, потому что не только контуры надо менять, исправлять, но если это не пара каких-то миллиметров, конечно же, когда что-то может быть несущественно. Если мы значительно меняем модель, то менять надо не только контуры, в которых заложены и прибавки, и припуски на технологическое исполнение, но также по горизонтали и по вертикали должны внутри конструкции быть произведены изменения. Например, вы хотите рукав убрать. Можно ли просто не втачивать рукав? Да, мы все понимаем, что для того, чтобы втачать рукав, часть изделия достаточно более широкая, чем объем руки. Для того, чтобы куда-то деть всю эту длину оката, обычно глубина меняется и ширина проймы меняется. Они увеличиваются. И просто повысить линию проймы недостаточно для того, чтобы отказаться от рукава. Нужно менять ширину проймы, потому что она была шире для втачивания рукава. Сейчас эта ширина не нужна. Линии должны быть приближены к рельефу тела, к объемам, параметрам тела. Но, кроме того, мы понимаем, что чуть более объемное изделие, скорее всего, несет в себе изменения и по линии глубины проймы. Для более широкого объемного изделия под рукав не просто поднять пройму достаточно, именно из расчета на углубление, но и сам участок, который влияет на высоту участков по пройме и по переду. То есть не только сама линия должна быть приподнята, но и соответствие длин всех участков, количество ткани на лопатках, на центре спинки, на полочке также должны получить изменения. Вполне возможно, если это какие-то совсем небольшие изделия, приподнять на несколько миллиметров будет достаточно. И надо пробовать экспериментировать, но надо понимать важность вот этих вот линий. Вероятнее всего, надо произвести полное изменение. Надеюсь, сама суть была достаточно проста, и мне удалось донести важность этой небольшой темы. До скорых новых встреч!